Дорогие друзья, коллеги, гости, подписчики моего YouTube-канала, хотелось бы сегодня остановиться на такой большой проблеме, с которой 100% реабилитологи сталкиваются. Это и я сталкиваюсь в последнее время все чаще и чаще. Спорт молодеет. Обращаются ко мне юные спортсмены, их родители с травмами, заболеваниями той или иной части тела. Непосредственно сегодня я хотел бы остановиться на такой разновидности соединительно-тканной дисплазии, ну или хондропатия, как угодно, как болезнь Шлятера. Это хондропатия бугристости большеперцовой кости. Встречается чрезвычайно широко. За последний месяц ко мне обратились родители с детьми абсолютно разных видов спорта: футбол, акробатический рок-н-ролл, бальные танцы, единоборство. Проблема-то на самом деле при этой патологии такая. В чем она заключается, суть этой проблемы? Что у нас, собственно, связка надколенника, у нас у всех крепится к бугристости большеберцовой косточки. Так вот, у детей в силу особенности строения, анатомического строения коленного сустава, в силу особенностей строения костной ткани, да, морфологии костной ткани, место прикрепления собственной связки надколенники достаточно такой слабенькое и не выдерживает нагрузки, которая предлагается тренером. Ну, зачастую это совпадает с какими-то возраст определенный, от 6 и старше, вплоть до 16, до 17, до 18 лет. Я в последнее время стал сталкиваться, что болезнь Шлятера начинает возникать и у 4-летних детей, которые рано начали заниматься спортом. Но в основном это характерно для художественной гимнастики. Зачастую это дети, которые по своему биологическому развитию несколько опережают свой паспортный возраст, то есть это так называемые акселераты. Соответственно, мышечная группа четырехглавой мышцы бедра максимально сильная. Место прикрепления собственно связки не выдерживает ту силу мышц четырехглавых, которая предлагается тренером. И тут-то задача какая? И, собственно, я пытаюсь, кроме того, что занимаюсь лечебной работой, реабилитационной работой, заниматься просветительским направлением. Если тренер будет наблюдательным, если увидит, что во время предлагаемых упражнений ребенок жалуется на боль под коленкой, если порой даже визуально видно образование в этом месте такого небольшого бугорка воспалительного, то тренер уже примет решение. Самое главное, первое, это отстранить от тренировок. Второе, это сразу направить в физкультурный диспансер или к спортивному врачу, или к врачу-педиатру, для того, чтобы быстро поставить решение. На самых начальных стадиях, когда это только начинается, начало болезни Шлятера, все лечится достаточно быстро. Можно подключить целый ряд современных физиотерапевтических методов, можно подключить в дальнейшем кинезиотейпирование, можно подключить лечебную физкультуру, но буквально месяц-другой и достигаем положительного результата. Но бывает, что ребенок с низким болевым порогом, родители бывают такие, знаете, нацеленные на результат, который, болит, значит, просто потерпит, ничего страшного, как говорят родители, да нам бы хотя бы первый разряд выполнить, да хотя бы КМС выполнить. И порой я наблюдаю такие случаи, когда, собственно, связка надколенника в своем дистальном месте прикрепления практически оторвала. Бывает даже с фрагментами кусочек маленьких косточек, костных фрагментов большеберцовой кости бугристости, то есть небольшим таким отрывом. В этом случае процесс реабилитации может занять длительное время. Как бы меня родители не уговаривали, как бы мы ремешками не фиксировали, тейпами не фиксировали, природу, мать, обмануть невозможно. Это если есть грозные повреждения места прикрепления болезни Шлятера ближе к 3-й стадии, да, то тут уже, собственно, ограничение физической нагрузки на длительный срок, бывает полгода и больше. Это дает возможность нормально восстановиться, подзажить, срегенерироваться. Были случаи, когда родители, несмотря на мои запреты, потихонечку продолжали тренироваться. В конечном итоге в этом месте формировался грубый такой рубец, грубое место прикрепления, уже по типу, знаете, такого экзостоза.
и четко видно было под коленкой наличие такого бугра, который болезнен, соответственно, связка уже крепилась не к плоскости большеберцовой кости, а прикреплялась к этому бугорку, и получалось, что сам ход, собственно, связки наколенники, биомеханика движения, резко нарушалась. Поэтому очень важно, и реабилитологу тоже нужно понимать, что можно заниматься хорошей реабилитацией на начальных этапах, когда только-только еще нет отрыва, есть место воспаления, на рентгене это прекрасно видно, превосходно. Можно попробовать, есть масса упражнений, мы в дальнейшем с вами их разберем, которые могут позволить. Задача какая? Улучшить кровообращение, питание, восстановить подвижность. Но если уже третья стадия, то ни о какой реабилитации сиюминутной речи не идет. Здесь реабилитация будет иметь место, когда уже ребенок будет на стадии выздоровления, тогда мы подключаем реабилитацию и потихонечку восстанавливаем коленный сустав. Потому что, собственно, наличие вот этой патологии, оно несколько меняет биомеханику движения коленного сустава, нарушается двигательный стереотип, и восстановление достаточно непростое. Болезнь вроде распространенная, широко распространенная. Лечат ее только единственным способом – запретить спорт. Все. Вот. Какого-то подхода точного нет, но здесь надо с каждым ребенком, с каждым спортсменом, с каждым пациентом, это, так сказать, обычная практика, работать персонально, индивидуально, подбирать именно подходящий метод именно этому больному, который подбор зависит от целого ряда факторов, я о них уже рассказал. И к болезни Шлятера надо относиться серьезно. Болезнь Шлятера, но помнить, что болезнь Шлятера – это не приговор. Болезнь Шлятера у нас страдала, переболела в детстве масса чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Это нормально. Но правильный подход к реабилитации позволит сохранить сроки, уменьшить сроки возвращения в большой спорт, уменьшить сроки реабилитации, сделать возвращение в спорт более комфортным, с меньшими потерями. Если есть такая возможность, приглашаю вас на свою консультацию офлайн. Если нет возможности приехать, попасть ко мне на консультацию офлайн, готов проконсультировать вас в режиме онлайн. Как показывает, опять же, опыт консультации, порой консультация онлайн тоже информативна. Как минимум позволит вас направить в правильном направлении. Если вы находитесь где-то далеко в глубинке, позволит вам подсказать, куда вам двигаться в правильном направлении с позиции реабилитации, с позиции выбора тактики реабилитации. Это очень и очень важно. Подписывайтесь на канал, обращайтесь. Консультации и офлайн и онлайн. Возможно, буду рад всем помочь. Всегда ваш Лагутин Михаил Петрович.